последние годы воды у побережья Иберийского полуострова стали ареной странных и пугающих событий. Касатки, известные как одни из самых умных и социальных морских хищников, начали атаковать лодки. Эти нападения, которые начались в 2020 году, стали настолько частыми, что к 2024 году было зафиксировано более 673 инцидентов, что заставляет этих величественных созданий, которых часто называют китами-убийцами, нападать на суда. Ученые долгое время ломали голову над этой загадкой, и теперь, наконец, у них есть ответ. Касатки всегда были вершиной пищевой цепи в океане. Они охотятся на самых грозных хищников, включая больших белых акул, выедая их богатые питательными веществами печени и бросая остатки туш. Однако, несмотря на их репутацию, в дикой природе касатки никогда не рассматривались как угроза для людей. Все изменилось, когда небольшая популяция иберийских касаток начала целенаправленно атаковать лодки у берегов Франции, Марокко, Испании и Португалии. Эти нападения не были случайными. Касатки выбирали лодки длиной не более 29 футов, атакуя их с невероятной силой. Учитывая, что взрослые самцы касаток могут весить более 6 тонн и развивать скорость до 35 миль в час, столкновение с ними может привести к серьезным повреждениям. Один из самых драматичных инцидентов произошел 31 октября 2023 года, когда группа касаток атаковала польскую яхту в Гибралтарском проливе. Атака длилась 45 минут, и экипаж яхты был в ужасе, пытаясь спасти свое судно. Но что больше всего удивило моряков, так это то, что касатки атаковали не случайные части лодки. Они целенаправленно били в руль, пока судно не начало тонуть. Подобные инциденты были зафиксированы и на других лодках, где касатки отрывали рули и даже играли с ними, как с игрушками. Эти нападения вызвали панику среди моряков и ученых. Касатки находятся под защитой, и их популяция, особенно иберийская, считается находящейся на грани исчезновения. Но что заставило этих животных начать атаковать лодки? Были ли это акты мести, голод или что-то более загадочное? Чтобы ответить на эти вопросы, правительства Испании и Португалии организовали масштабное расследование. Ученые начали изучать поведение касаток, пытаясь понять, что стоит за их необычными действиями. Они обратили внимание на то, что подобное поведение не наблюдалось у других популяций касаток по всему миру. Это наводило на мысль, что атаки на лодки могут быть своего рода модой, которая распространилась среди иберийских касаток. Но как эта мода началась? И что заставляет касаток так увлеченно атаковать рули лодок? Ответ на этот вопрос оказался неожиданным и изменил взгляд ученых на происходящее. Когда ученые начали изучать поведение иберийских касаток, они столкнулись с множеством теорий. Некоторые люди предполагали, что касатки мстят за прошлые обиды. Ведь не так давно эти животные подвергались массовому истреблению. Их ловили ради жира, который использовался в промышленности, а рыбаки считали их конкурентами за рыбу. Может быть, касатки помнят эти времена и теперь решили отомстить. Другие теории звучали еще более невероятно. Например, некоторые считали, что касатки атакуют лодки, потому что видят в них угрозу для своей пищи. Или, может быть, они просто не любят богатых людей, которые плавают на дорогих яхтах. Звучит как сюжет для фильма, но ученые быстро отвергли эти идеи. Чтобы найти правду, исследователи обратились к данным о поведении касаток в других частях мира. Они обнаружили, что касатки часто копируют поведение друг друга. Например, в 1987 году в водах Тихого океана одна касатка начала плавать с мертвым лососем на голове.
Это странное поведение быстро распространилось среди других касаток, и вскоре целые группы плавали с лососевыми шляпами. Через несколько недель эта мода исчезла так же быстро, как и появилась. Ученые предположили, что атаки на лодки могут быть похожей модой. Возможно, одна или две касатки случайно обнаружили, что удары по рулям лодок приносят им удовольствие, и это поведение быстро распространилось среди всей группы. Но почему именно рули? Оказалось, что касатки давно известны своей любовью к игре с лодками. Они часто следуют за судами, чтобы наслаждаться потоком воды от винтов. Это поведение называется проб-вотчинг. Ученые предположили, что однажды молодая касатка, увлекшись игрой с винтом, случайно ударила по рулю. Когда руль оторвался, это стало для нее чем-то вроде приза. И с этого момента игра с рулями стала новым развлечением для всей группы. Но почему именно иберийские касатки начали так себя вести? Ученые обнаружили, что эта группа касаток находится в отличной форме. У них достаточно пищи, а в группе много молодых особей. Это значит, что у них есть время и энергия для игр. И что может быть веселее, чем атаковать лодки и смотреть, как от них отрываются рули? Однако для владельцев лодок такое поведение выглядит далеко не игривым. Столкновение с 6-тонным животным на скорости 35 миль в час может привести к серьезным повреждениям. Но ученые уверяют, что касатки не хотят причинять вред людям. Они просто играют, хотя и очень грубо. Итак, ученые выяснили, что касатки атакуют лодки не из-за агрессии, а ради игры. Но почему именно рули стали их главной целью? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи углубились в изучение поведения касаток и их взаимодействия с лодками. Оказалось, что касатки давно проявляют интерес к лодкам, особенно к их винтам. Они любят плавать прямо за судами, ощущая поток воды, создаваемый винтами. Это поведение, известное как проб-вотчинг, доставляет им огромное удовольствие. Ученые считают, что однажды молодая касатка, увлекшись игрой с винтом, случайно ударила по рулю. Когда руль оторвался, это стало для нее чем-то вроде трофея. Это открытие изменило взгляд ученых на ситуацию. Касатки не пытаются уничтожить лодки или навредить людям. Они просто нашли новый способ развлечься. И как это часто бывает у касаток, это поведение быстро распространилось среди всей группы. Молодые особи, которые всегда более игривы, начали копировать действия старших, и вскоре атаки на рули стали обычным делом. Но почему именно иберийские касатки начали так себя вести? Ученые обнаружили, что эта группа касаток находится в отличной форме. У них достаточно пищи, а в группе много молодых особей. Это значит, что у них есть время и энергия для игр. И что может быть веселее, чем атаковать лодки и смотреть, как от них отрываются рули? Однако для владельцев лодок такое поведение выглядит далеко не игривым. Столкновение с 6-тонным животным на скорости 35 миль в час может привести к серьезным повреждениям. Но ученые уверяют, что касатки не хотят причинять вред людям. Они просто играют, хотя и очень грубо. Касатки известны не только своим интеллектом, но и любовью к играм. Ученые, изучающие их поведение, часто отмечают, что эти животные могут быть очень изобретательными в своих развлечениях. Например, в водах у побережья Вашингтона, США, касатки играют с морскими свиньями. Но их игры далеко не всегда безобидны. Иногда они играют с морскими свиньями до смерти, хотя и не едят. Такое поведение может показаться жестоким, но для касаток это просто способ развлечься. Они не видят в этом ничего плохого, ведь в их мире играть грубо – это нормально. Именно поэтому атаки на лодки у Иберийского полуострова
тоже можно считать игрой. Касатки не хотят причинять вред людям, они просто нашли новый способ развлечься. Но почему именно рули? Ученые предполагают, что рули привлекают касаток своей формой и движением. Когда лодка плывет, руль создает вибрации и потоки воды, которые могут быть интересны для касаток. Кроме того, когда руль отрывается, он становится для них чем-то вроде игрушки, с которой можно плавать и играть. Однако для моряков такие игры выглядят угрожающе. Представьте, что вы находитесь на лодке, а вокруг вас плавают шеститонные животные, которые начинают бить по вашему судну. Это может быть очень страшно, даже если касатки не хотят причинить вред. Ученые подчеркивают, что касатки не агрессивны по своей природе. Они просто любят играть, и иногда их игры могут быть разрушительными. Но как же защитить лодки от таких игр? Теперь, когда ученые поняли, что касатки атакуют лодки ради игры, встал вопрос, как защитить суда от таких игр? Ведь даже если касатки не хотят причинить вред, их действия могут привести к серьезным повреждениям и даже поставить жизни людей под угрозу. Одним из предложенных решений было сделать лодки менее интересными для касаток. Ученые предположили, что если убрать или изменить элементы, которые привлекают касаток, например, рули и винты, то атаки могут прекратиться. Для этого они предложили использовать специальные покрытия для винтов, которые делают их менее привлекательными для касаток. Однако это решение оказалось не идеальным. Хотя такие покрытия немного снизили количество атак, они не смогли полностью остановить касаток. Кроме того, возникли опасения, что эти изменения могут негативно повлиять на самих касаток, нарушая их естественное поведение. Другой подход заключался в том, чтобы просто избегать зон, где касатки наиболее активны. Ученые рекомендовали морякам держаться подальше от известных мест обитания касаток и быстро покидать зону, если касатки замечены поблизости. Также было предложено сообщать о любых инцидентах с касатками, чтобы ученые могли лучше отслеживать их поведение. Но что делать, если касатки уже начали атаковать лодку? Ученые предупреждают, что попытки отпугнуть касаток громкими звуками или другими методами могут только ухудшить ситуацию. Касатки могут воспринять это как часть игры и начать атаковать еще активнее. После долгих исследований и наблюдений ученые пришли к выводу, что атаки касаток на лодке – это временное явление. Как и многие другие моды в поведении касаток, эта игра с рулями, скорее всего, исчезнет так же внезапно, как и появилась. Уже сейчас количество атак начало снижаться, что подтверждает теорию ученых. Но что это значит для будущего? Означает ли это, что касатки больше никогда не будут атаковать лодки? Ученые не могут дать точного ответа. Касатки – очень умные и любопытные животные, и они всегда могут найти новые способы развлечься. Возможно, через несколько лет они придумают что-то еще более необычное, что снова удивит людей. Однако важно помнить, что касатки не являются врагами людей. Их поведение, каким бы странным оно ни казалось, всегда имеет свои причины. В случае с атаками на лодке это была просто игра, а не акт агрессии. Ученые призывают людей относиться к этим животным с уважением и пониманием, ведь они являются важной частью морской экосистемы. Так что если вы вдруг окажетесь на лодке у побережья Иберийского полуострова и увидите касаток, не паникуйте. Помните, что они просто хотят поиграть. А если вы будете соблюдать рекомендации ученых, то сможете избежать неприятных последствий. И кто знает, может быть, через несколько лет мы будем рассказывать истории о том, как касатки придумали новый способ развлечься. Ведь мир этих удивительных животных полон загадок,
и мы только начинаем их разгадывать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить такую интересную информацию.